Всем привет! Вы на моем канале Прогулки на пенсии. Я вас снова приглашаю на прогулку. У нас стоят последние денечки в октябре, а к воскресенью уже обещают снег даже. Поэтому сегодня вот такой солнечный день, и я вас приглашаю посмотреть на вот это чудо. Как-то весной мы смотрели с вами на цветение алчи. Кто-то даже из моих друзей говорит: неужели у нас вот здесь есть алча? Да, вот она, вот она. Вот эти вот очень сладкие ягодки валяются здесь у нас на асфальте. А деревце, которое эти ягодки вырастило, вот оно возле дома. Многие даже не знают, что это такое. Самое настоящее, что не есть алча. Сладкая-пресладкая, очень крупная. А мы с вами сегодня отправляемся на прогулку в лес. Пройдемся по лесу, мы возьмем с собой что-нибудь перекусить, какой-то бутербродик. Может быть, нам удастся развести какой-то небольшой костер. Я не знаю, как получится, но мы будем смотреть на лес. Ой, какие красивые клены, вы посмотрите. Будем смотреть на лесные деревья. Там, конечно, такой красоты нет, как в парках или там между домами. И будем дышать свежим воздухом. Если вы со мной, оставайтесь. Вот такой красавец растет в одном из дворов. Шла мимо, просто удивилась. Здесь на самом деле 3 клена, но кажется, что одна крона, когда смотришь на крону. Хочу подойти просто поближе, посмотреть на эти горящие листочки. Ой, вот так все устлано листьями. Вот такие листики волшебные. Вот такие волшебные листики. От нежно-желтого до бордового. Каштаны тоже хороши. Такие нежно-желтые, в затишке. Листья еще не сбросили. Ну, клены, конечно, шикарные. Клены самые шикарные. Люблю иногда заглядывать вот в такие обычные дворы в спальных районах, потому что среди посадок возле домов иногда встречаются такое. Вот смотрите, сегодня покажу вам настоящую грушу. Причем это дерево мощное, огромное, растет рядом с балконами. Смотрите, все усыпано грушами, самыми настоящими. Это поздняя груша. Падает она примерно в конце октября, уже, знаете, снежок иногда. И идешь, и на снегу лежат вот эти груши. Ну, просто диво дивное, чудо чудное. Вот такая красота. Вот такая совершенно замечательная груша. Она очень твердая, конечно, еще, но полежит денечек, станет мягкая. Очень ароматная. Сейчас прохладно. Ой, как приятно пройтись даже просто дворами. В это время просто даже дворы преображаются. Все настолько необычное, праздничное, понимаете? Краски такие светящиеся все. Тоже на углу какой кленик симпатичный. А я хочу подойти к пруду красному, посмотреть, что там. Пруд на месте, я очень рада этому. А вот клены, это, кстати, клен, тоже клен, который растет вот вдоль берега, да, вот эти клены, тоже сорничающие, оказывается, растения, но они уже давно свою листву сбросили. Но это совсем не те клены, которые мы видим в парке, такие лопастенькие, а это клены, листья которых напоминают многолистовую такую пластинку.
Хочу подойти посмотреть. Еще уточки здесь плавают. Тепло же очень. Наши уточки никуда не улетают. Они зимуют в тех водоемах, где вода не замерзает. Это может быть и полыньи в Москве-реке, и в более больших речках и прудах. Но наш пруд, конечно, замерзает. Зимой здесь уточек нет. Но они вот до самой последней поры, вот знаете, даже плавают в таких вот полыньях, которые замерзают до последнего момента. Сейчас нагуливают жирок. Мы всегда радуемся, весной считаем, сколько молоденьких, сколько стареньких. Сегодня вот такой у нас лес. В прошлый раз мы смотрели на березки. Березки пока целы, но макушечки. Клены, которые здесь были, и липы, уже всего свою листву уронили. Но вот здесь на дорожке в основном листики такие резные, маленькие. Это березовые листики. Здесь очень много и берез. Так, смотришь вдаль, видите, какой лес здесь светлый. Вот так вот идем. Прям буквально на глазах вот часы проходят, и лес оголяется, оголяется, оголяется. Солнышко весело играет. Где-то до обеда, до часу светило такое веселое солнце. Мы не решались сегодня выйти и не планировали. А потом подумали, один из последних таких солнечных деньков, теплых. Потом вот все-таки решили выйти, но уже время послеобеденное, небо половина голубое, белые облака, а другая половина такая серая, страшная. И вот эти половинки борются, кто кого победит. Но пока солнышко победило, выглянуло, и мы решили все-таки на часик сходить в наш волшебный лес. Я сказала, что осенний костер, наверное, должен быть такой вот точкой, завершающей в осени. Поэтому мне так захотелось посидеть у костерка. Осуществляем мечту на пенсии. Потому что все мечты должны осуществляться именно на пенсии. Мы к ним ведь обычно очень долго идем, всю свою жизнь мечтаем о том, например, чай на траве. Тоже мечта. Когда-нибудь должна осуществиться. Вот и осенний костер. То же самое. Всегда удивляюсь, гуляю, удивляюсь просторам нашим. Огромным территориям. К сожалению, не прибранным. Вот так захламленным. Но таким родным. Потому что все мы понимаем, если бы здесь было все прибрано, кто знает, сюда, может быть, нельзя было бы и войти. Все было бы перегорожено, какие-то ремонтные работы бы везде шли, как мы видим это во многих парках сейчас. Люди выбираются в парке подышать в наше время, походить, потому что, время такое. Приходят туда, а там ремонт. Не думаю, что это случайно, конечно. Как бы то ни было, вот все-таки, как моя бабушка всегда говорила, Господь милостив. Что-то уходит одно, приходит другое. Одни двери закрываются, а другие открываются. И подчас мы ведь не знаем, что за этими дверьми, как правило, что-то лучшее, что было у нас. Поэтому не бойтесь идти по той дороге, по которой вы идете. Я имею в виду время на пенсии. Оно такое волшебное. Кроме того, оно нам дается, вот как я это понимаю, для того, чтобы наши все мечты, желания, какие-то потаенные такие
планы, они вот исполнились, потому что до этого мы считали, ну, это неисполнимым, это невозможно, на это нет времени. А теперь, когда мы вышли на финишную прямую, мы понимаем, что ну, вот все, что у нас есть, это вот сегодняшний день. Мы его должны прожить и исполнить какие-то свои планы, мечты. Так что, если вам захочется выпить чаю на траве или разжечь осенний костер, сделайте это сегодня. Не откладывайте на завтра. Ой, ой, какой изумрудный цвет, вы посмотрите. Очень жалею, что я не могу рисовать. Вот нет у меня этого таланта. Какие краски, правда же? Как-то весной мы здесь были, сидели, смотрели на овраг. Осенью пришли. И тоже хорошо, и тоже красиво, и тоже замечательно. По дороге насобирали вот таких палочек. Попробуем развести наш костер осенний в лесу. Сырые дровишки, земля сырая. У нас сегодня утром был дождичок. Ну, попытаемся хотя бы подышать дымом от костра. Ветер такой, я думаю, что он сейчас, конечно, разгорится. Смотрите, как полыхает. Сяду и буду смотреть на огонь. Видите, как надо мало, чтобы мечты ваши исполнились. А вы счастливы. Ну вот, загорелся. Ой, какая красота! Ну это уже настоящий огонь. Горит. Мы нашли сухую кору, но она влоглая, конечно, от березы. Бросили, вот она сейчас подсохла. И посмотрите, как занялась весело. Веточки хрустят, потому что там влага. И стреляют так. Да, запомним этот миг, когда видим костер, его пламя, чувствуем дымок костра. Перед долгой зимой нужно запастись хорошими эмоциями, положительными. Не знаю, как вы, я зиму плохо переношу, поэтому я стараюсь побольше набраться впечатлений, чтобы к весне потом не обесточить. И вот этот костер в лесу для меня такой вот подарок октябрьский. Старая береза лежит, сгнившая уже вся. А мы сейчас вот это вот оторвем и положим в костер. Такой мне дали кусочек хлеба, делают мне острогу. Хлебушек я буду печь на костре, как в детстве, помните? Ой, не представляете, как здорово. Сейчас к этому хлебушку маленький кусочек колбаски. И подогреть его все на костре, чтобы он не просто зарумянился и подогрелся, а он должен так вот запахнуть колбаской. Ну, вот такая у меня шашлычная палочка с колбасками и с хлебушком. Так.
Костерчик немножечко прогорел. Теперь жар не так ударяет в лицо. Можно подойти поближе. Ой, и подержать над костром нашу пику с хлебушком, с колбаской. Бегаю вокруг костра, потому что пламя от ветерка в лицо. Я прям ношусь здесь вокруг. А хочется, конечно же, сесть, потому что здесь у нас такое деревце, покрытое изумрудным одеялком. Но не получается. Видимо, так надо, чтобы мы вокруг костра побегали, запомнили всю эту красоту надолго. Ой, какая красота. Боюсь, что мой хлебушек от этих верчений слетит в костер. Хочу, чтобы он поджарился. Свой кусочек хлеба на палочке воткнула в землю, а он так вот над костерком. Это птица. Ой, ой, непередаваемое удовольствие, друзья мои. Поэтому не теряйте времени, идите в лес, на площадку на какую-то, где можно разводить кострище. Возьмите кусочек хлебушка, поджарьте, вдохните аромат и вспомните свое детство. Это замечательно. На этом мы нашу небольшую прогулку завершаем. Желаем вам всего хорошего, чтобы все ваши мечты на пенсии исполнялись, приносили радость, удовольствие, благополучия вам, здоровья и всех благ.